Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду рассказывать вам про смартфон Realme. Сейчас, внимание, съемка ведется на Sony FX3 в помещении на его родные микрофоны. Помещение не предназначено для записи аудио, никаких внешних родовских микро я не подключал. И специально для того, чтобы вы понимали разницу между супер дорогим устройством и относительно супер дешевым, вы увидите сейчас, как все это дело происходит на данный смартфон. Здесь есть свои минусы, плюсы. Я очень долго думал, стоит ли о нем рассказывать. Однозначно все-таки стоит после всех тестов. Почему? Потому что насколько он хорош, настолько он и плох, и как всегда все зависит от цены. Смотрим. Ну и вот, 1080p 60 fps, уже съемка ведется на Realme. Теперь по традиции я должен рассказать, какие здесь прелести. Здесь прелесть в 90 Гц экрана, это хорошо. 1000 нит яркости, это очень хорошо. При активированном DC-димминге практически нет шума. И в принципе очень много плюсов, исключая, по моему мнению, опять же, это плавающий ценник, потому что то, за какие деньги я его брал, это одна история. То, за какие деньги его продают в некоторых местах, это другая. А совсем третья история, то, что очень сильно разнятся модели в плане прошивки. То есть, допустим, та же звонилка, у меня отсутствует запись разговоров, потому что это глобальная версия. Если говорить о цветах, я повторяюсь, что в супер дорогих устройствах, что в супер дешевых, по мне не важно, какие вы цвета имеете у смартфонов, вы в 99% случаев будете носить их в чехле. По поводу отклика экрана, в принципе, все неплохо. По поводу GPS тоже неплохо. Здесь очень много всего интересного, хорошего и плохого. И, наверное, это отлично, что в девайсе за эту стоимость много всего разного. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в желтой коробке из довольно плотного картона. Весит упаковка 473 грамма. Пришла коробка целая и невредимая, как и сам смартфон. В комплекте мы имеем силиконовый чехол, наклеенную защитную пленку, краткое руководство, ключ для извлечения слота, сам смартфон, блок питания на 33 ватта, кабель для зарядки с USB-A на USB-C, слот прорезиненный, полноценный на 2 сим-карты и карту памяти. Все как мы любим, за что отдельное спасибо. Весит смартфон 179 граммов, размеры 16 на 73 на 8,2 мм без блока камер, а вместе с ними 10,8 мм. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Разумеется, 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Ежемесячно подписывайтесь с колоколом. И не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, ведь именно там я выкладывал данный смартфон за более чем адекватные деньги, о которых я в конце вам расскажу. Перейдем же к смартфону. Поставляется данный девайс в двух вариантах расцветки. Это градиент с голубого к оранжевому и градиент с темно-синего к светло-синему. Внешне смартфон выглядит интересно из-за прямых граней, а также из-за блока камер. С одной стороны. С другой стороны, мне этот девайс не безумно нравится, если честно. Тыльная часть глянцевая, корпус безумно маркий, выполнен он из пластмассы. Замучаетесь протирать вокруг камер. Сборка, как и качество материалов, на свою стоимость. Я думаю, вы поняли, о чем я. В руке без чехла, как и с чехлом, смартфон лежит удобно, из рук не выскальзывает. Использовать смартфон одной рукой можно без проблем. На корпусе расположена утопленная в корпус кнопка питания со сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости. Далее есть разъем USB Type-C OTG версии 2.0, что неудивительно. 2 микрофона, динамик один основной, один разговорный. Звучание здесь моно, и это не радует. Можно долго рассказывать, какое оно. Но серьезно, моно. Качество звука стандартное. Сертификация HRS. Технология Real Sound с 4 предустановками на борту. Набор кодеков стандартный для такого устройства. Имеются кодеки высокой четкости, но не новых версий. Мини-джек присутствует, а вот ИК-порта не завезли, что стандартно опять же для Realme. Защита от влаги не заявляли, ее точно здесь нет. Летим дальше. Смартфон оснащен Super AMOLED дисплеем с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+, на 6,4 дюйма. Полезная площадь экрана 90,8, контрастность 4 миллиона к 1, цветовой охват 98% NTSC с поддержкой 16,7 миллионов цветов. Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии. Плотность пикселей отличная, 411 ppi, пиковая яркость 1000 нит, что прям очень круто. При прямом попадании
попадании света на экран яркости экрану хватает, и пользоваться в солнечный день смартфоном можно. Частота обновления экрана максимум 90 Гц, на выбор также есть 60 Гц и авторежим, что удобно. Но 90 Гц, как по мне, маловато. Тач на 360 Гц, результаты теста на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. Но 360 Гц, честно говоря, я там не вижу, думаю, как и вы. Автояркость подглючивает, что, конечно, не есть хорошо ко всему, иногда меняются цвета экрана. Но опять же, потому что я все это дело использовал с DC-диммингом, потому что без него шим эгегей и охо-хоу. Далее, Always On Display на борту, DC-димминг имеется, шим с DC-диммингом на 100% яркости 9%, на 50% 19%, а на минимальной всего 23%. Без DC-димминга шим поднимается до 60%, что не супер, и глаза могут реально уставать. Также сейчас вы можете наблюдать на экране пульсацию как с DC-диммингом, так и без него. Мультитач есть, но экран на 10 касаний откликается не сразу. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает отлично, регистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя. Учитесь Xiaomi. Но можно завести 5 других отпечатков, что хорошо. Распознавание лица срабатывает неплохо. Внести биометрические данные можно только одного лица. Подбородок внизу экрана есть, он не маленький. Настроек для персонализации экрана под себя достаточно. Экран не скажу, что меня порадовал, так как 90 Гц и лютый шим без DC-димминга это такое себе. А с DC-диммингом проблема с автояркостью и не особо приятные цвета. Летим дальше. Процессор MediaTek Helio G99 с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами. И он только звучит красиво. Максимальная частота его 2,2 ГГц. Графический процессор Mali G57MC2, все безумно скромно. Интерфейс Realme UI пока версии 3.0 на базе Android 12 версии. Напоминаю, что данная информация всегда актуальна только во время обзора. Потом будет, разумеется, обновление всего и вся. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 4 или 8 гигабайт. Вроде бы я видел еще версии на 6, но в рознице вроде только 4,8. Виртуально расширить ОЗУ можно до 4 гигабайт, но это маркетинг. Не забываем, что здесь внутренняя память UFS 2.2, расширяется ОЗУ за счет нее, и это как припарка для трупа, как говорится. Почему? Потому что скорости разные. Лучше брать телефоны сейчас с оперативкой минимум в 6 гигабайт, чтобы обходить как минимум года 1,5-2 свободно. Внутренняя память, как я уже говорил, UFS 2.2 на выбор 64, 128 и 256 гигабайт. И напоминаю, что расширить память, вставив microSD, возможность есть. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, не 6. Для 4G сетей 7 и 20 бенд на борту, опять же в глобалке. Смартфон связь ловит отлично. Звучание во время разговора хорошее, микрофон и датчик приближения отрабатывают без нареканий. Запись звонков отсутствует. В китайской версии вполне возможно она есть, потому что в китайских версиях у Realme всегда в звонилке есть запись. Есть поддержка View LTE, вибромоторчик слабенький, вдобавок настроить силу вибрации нельзя. Bluetooth версии 5.3, NFC модуль на борту, из навигации на борту GPS от GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. GPS-тест показывает точность 1 метр в городских условиях. Ловит не быстро вообще, в некоторых местах он показывает точность 3 метра. И с геолокацией я бы не сказал, что это волшебный смартфон. Вообще не волшебный. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал неплохой результат. 8 часов 36 минут относительно мало. Почему? Потому что, конечно же, это все было на максимальной яркости и максимальной герцовке в 90 Гц. Но данные показатели очень сильно разнятся с тем, как он разряжается. Сейчас поймете почему. Realme 10 поддерживает быструю зарядку на 33 Вт, заряжается от 0 до сотки в среднем за 1 час с копейками, 1 час 6, 1 час 10. Беспроводной зарядки нет, поедает за час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi всего 6%. В играх в среднем уходит 16%. Играть можно в совсем легкие, ну или тяжелые игры на со всех минималках. И смартфон все равно будет подтормаживать, притом довольно скоро начнет подтормаживать. Genshin Impact, к слову, запускается за 39 секунд, но опять же на минимальных настройках графики. Ему там и загружать нечего. Перейдем же к тестам. В тесте на стабильность процессор не тротлит и выдает следующие результаты. 144 гипса минимально, максимально 171 и в среднем 162 гипса на 100 потоках при 30 минутах. И все бы было круто, если бы цифры не были такие маленькие, правда? Вроде стабильный, но слабенький. В Geekbench 5 в синглкоре 568, в мультикоре 1739, 3D Mark показал Wildlife 1359, Wildlife Extreme 366, Wildlife Stress Test 1367, Wildlife Extreme Stress Test 378, Slingshot Extreme 2727, Slingshot 3677. В Antutu устройство выдало 331 тысячу попугаев. Storage тест показал отличный 39 тысяч. 45-минутный стресс-тест прошел, но вовсе не идеально. Результаты вы можете наблюдать на экране. В АИ Antutu смартфон выдал
выдал ультра скромные 39 тысяч. Перейдем к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров и одной LED-вспышки. Основной модуль на 50 мегапикселей с углом обзора в 77 градусов. И макро, наша любимая затычка, на 2 мегапикселя с 88 градусами. Ультраширика здесь нет. Что, в принципе, по мне и неплохо, учитывая, как все ультраширики, которые я тестировал, снимают. Ну, только не у флагманов. У некоторых флагманов они, конечно, вау. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 1080p 60 fps. Разумеется, оптостаба нет, цифровая только на бумаге. Действия я его не увидел даже на штативе. При малейших колебаниях этот смартфон, как вы видели в начале и в конце увидите тоже, по полной программе трясет. Если читать рекламу, то можно заметить, сколько алгоритмов и технологий обновили или добавили они, к примеру, алгоритм ProLight, Clear Fusion и так далее. Но это маркетинг. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей с углом обзора в 79,4 градуса. Находится он в верхней части экрана сбоку, что, как по мне, удобно. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. В стоке смартфон имеет небольшое количество различных режимов, но самое необходимое на борту. Есть даже двухоконный режим для видео. Фото на фронталку получаются не мыльные, что хорошо. Конечно, детальности мало, но в целом фото неплохие, как, к слову, видео на фронталку. Разумеется, ночью много шумов, картинка дерганая, без стаба. У основного модуля дела обстоят приблизительно так же, хоть и ночью шумов слегка меньше. Видеосъемка в целом неплохая, но без стабилизации. Короткие примеры вы сейчас увидите. 1080p 60 fps. Слышите, как отрабатывают сейчас микрофоны. Видите, как отрабатывает картинка в неплохих условиях. И я вам скажу, что пока все хорошо. Пока меня это дело радует. Немного колоритной съемки в Бангкоке. Здесь торговый центр, похожий на рынок, уже не раз снимал. Но днем в такую погоду еще не пытался снимать. 1080p 60 fps, Realme 10, повторяется, будут 1000 раз за ролик, что все зависит от того, на чем вы смотрите, какое качество экрана вашего, как отрендерит мой компьютер все это дело. И исходники вы сможете свободно посмотреть в моей телеге, скачать и посмотреть по красоте, допустим, на телевизоре. Хотя 1080p на телевизоре будет не совсем романтично. А вот на экране телефона вполне возможно вам кажется, что даже ничего. Особенно если у вас не какие-нибудь там 500 ppi плотность. Пока все good. Если говорить о фронталке, она здесь не самая плохая. Вы сами видите, что съемка даже в таких условиях идет. И в целом неплохо. Если стоять на перекрестке и снимать, картинка будет примерно такой. Вдруг вы решите использовать данный смартфон для регистратора. Или как регистратор. Идея плохая, но все-таки неподвижно не получится. Немного двухоконного режима. Громко трындец. Смотрим. И еще совсем чуть-чуть в движении. Мне нравится, как он снимает. С фотографиями вообще проблем нет. Быстро. Кто бы мне сказал. 1080p 60 fps и вот так в движении это дело будет снимать. Не сказал бы, что прям мега супер. Но если встать и плавненько вести, то может быть даже норм. Может быть. Но не особо так норм, конечно. Немного фронталки с хорошим источником освещения, хотя, опять же, вы видите, что ночь. И вот так все дергано будет, если вы будете пытаться снимать себя в движении. Если будете стоять, никакого роллинг шаттера нет, микрофоны, в принципе, работают. 1080p 60 fps. Вот так делают сладкую кукурузу. 1080p и вот такая вот штуковина здесь есть для того, чтобы тестировать устройство. Стабилизация никакая, а вот по поводу картинки я бы не сказал, что она ужасна, потому что только что на 14 Pro Max снимал, и я не сказал бы, что он справился прям суперски. Здесь с автофокусом ночью, ну, будет точно беда, даже с 1080p. Еще немного фронталки, буквально 5 секунд, когда много света, да? Еще немного красивого видео. Но, конечно, цвета все сливаются, потому что красный это красный, ночь это ночь. Но с источниками света он работает по мне нормально.
Если встать и снимать, все равно видно, как трясется все. Немного видео с рыбой. Пример работы фронталки в идеальных условиях. И это 1080p, разумеется. Если в движении, то так. Ветер очень сильный, очень. И если вы что-то слышите, это уже хорошо. Понятно, что это все мультяшно и натуральности немного. Ну а чего вы хотели? Лоу-кост, но не ультра-лоу-кост. Никаких капелек в экране нет. Дырочки. Еще и не по центру, это хорошо. И немного основной камеры в 1080p 60 fps. Ветер задувает прям по полной программе. Но стабилизации нет вообще. Автофокус. Раз, два. А вот автофокус исправно работает, кстати. Быстро. Немного классического колорита вечернего. Солнце еще не зашло, но так примерно это все дело будет снимать медленно и верно, если встать и смотреть. Но здесь дымка, поэтому тяжело смартфону. Ни облаков, ничего, вот просто дымка. То есть там есть два здания, но их не видно, потому что дымка. Последняя фронталка перед солнцем, и сейчас вы увидите выход опять на этот смартфон в 1080p 60 fps с его родными микрофонами. И он не так и плох, я его пересмотрел. Смотрим. Минусы: экран всего 90 Гц, лютый шим без DC-диминга, нет ЭК-порта, мало производительности, ПО подлагивает, тормозит. Запаса по мне здесь нет никакого для использования на 2-3 года, только использовать как звонилку. Понятно, что на свою стоимость, но хотелось бы чего-нибудь. Монозвучание, разумеется, вообще никак не радует. Ну и ценник они задрали что в ритейле, что на Али последнее время на эту модель по мне абсолютно неадекватный. Но опять же, это мой взгляд. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Еще раз повторяю, что мой телеграм-канал со скидками приятнее всего, интереснее всего использовать, когда вы планируете купить любой девайс. Заходите в этот телеграм-канал, вбиваете в поиск название девайса и видите, в какой ценник стоило бы его купить. Потому что, разумеется, я туда скидываю лучшие цены, по которым я сам, в принципе, и покупаю эти устройства, чтобы потом вам о них рассказывать. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там мы общаемся и решаем, что дальше тестировать, как тестировать и какие у вас еще вопросы. И резюмировать я, наверное, хотел бы не очень прелестными словами. Почему? Потому что, смотрите, с одной стороны у нас есть девайс за вменяемые деньги. То есть, когда я его постил в телеге, он стоил 10 900, за эти деньги я его и приобретал. Если брать сейчас ценник, ну, за эту сумму уже реально найти что-то другое. Притом закидывать надо будет, ну, буквально 5% стоимости. По минусам, разумеется, это просто довольно приличный шим без активированного DC-диминга, потому что с активированным DC-димингом мы помним, что с автояркостью здесь траблы реальные, и с цветами особо вы радоваться точно не будете, даже на этом экране вы заметите. Танцы и радость по поводу 90 Гц, ну, друзья, это танцы и радость была года 3 назад по поводу 90 Гц. Отсутствие ультраширика — это ультра плохо. Если говорить, допустим, о огромном подбородке, ну хорошо, здесь не капля, подбородок здесь огромный. Если говорить про моно, это тоже фейл. Если говорить про игры, ну, запаса здесь нет, даже по Антуту, ну, посмотрите, 330 тысяч, 340 тысяч баллов, серьезно, и сколько вы с ним проходите, пока вы его либо не разобьете от того, что он у вас подтормаживает, либо от того, что он начнет лагать. И возвращаясь все-таки к своей позиции, вы знаете, что я всегда в конце говорю альтернативы. Если у вас какой-нибудь Poco X3 Pro, здесь нечего смотреть на этот смартфон. Если у вас тем более какой-нибудь Poco F3, по поводу фотографий, да, если делать фото в грамотной обстановке, я уже скидывал в телегу, многие даже не понимают, где iPhone 13 Pro Max, где 14 Pro Max, скажем так, каждый третий не увидит разницы. Фото 13-14 Pro Max и Realme 10 в телеге. Каждый второй будет сомневаться. То есть примерно только 30% увидит разницу. Почему? Потому что у всех разные девайсы. Не все ходят с космическими PPI на экране, с цветопередачей уровня вау. И тем более не все будут открывать потом исходники на компьютере. Поэтому смотрим на свои цели и задачи, прикидываем, за какие деньги вы готовы его приобрести. Еще раз повторяюсь, что у Realme, почему все хорошо, потому что у них есть категория каких-то смартфонов четко для Китая. Это Q3, помните, это супер-мега-топ, Q5, Q5 Pro. И все это значительно лучше. Опять же, это мой взгляд.
и там чуть-чуть другие бубны. Почему? Потому что здесь все-таки глобалка. Но в целом это без разницы, пластиковая или не пластиковая штуковина. Эта штуковина не имеет запаса. И если брать низкую ценовую категорию, как мне многие говорят, а какие альтернативы, их всего максимум 3. Да нет, их не 3. Откройте любую телегу скидок, не только мою, там люди вам расписывать будут и по поводу Realme 9i, и по поводу Redmi Note 10 Pro, который можно тоже приобрести за копейки. В целом, я свою позицию вам высказал. Вы видите стабилизацию, это он стоит на штативе, легкий ветер подул, у него уже стало колбасить картинку. Этот смартфон не про игры, не про видео, может быть чуть-чуть про фото и может быть мне лично нравится чуть-чуть про внешний вид. Все остальное здесь нечего допиливать, у него нет просто-напросто той запаса мощности, которая бы должна была быть, чтобы я сказал, что вот они что-нибудь придумают, у вас появится супер топовый смартфон. Не придумают. Девайсу от меня однозначное да, за 11 тысяч, которые они предлагали с февраля и много-много раз. Дороже нет. Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, я туда скидываю и тесты данного смартфона, скидывал тоже некоторые, которые не вошли в полный обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья!